Мои знакомые и друзья часто слышат от меня фразу «Я занимаюсь ларпом». Но что же такое этот ларп и чем же я на самом деле занимаюсь? Сейчас я попробую это вам объяснить. LARP, от английского Live Action Roleplay, в переводе означает ролевая игра живого действия. В играх такого типа игроки сходятся в порой жестоких сражениях на заранее обозначенных организаторами игры территориях или мирно сидят у костра, обсуждая события давно минувших дней и стараясь при этом отыгрывать тех персонажей, которых они создали для своей игры. Во время сражений игроки используют мягкое оружие, чаще всего мечи, которые не должны наносить серьезных телесных увечий. Некоторые из них сделаны из ПВХ-трубок, изоляции для труб и скотча. Это отличает LARP от исторической реконструкции. LARP или Рижд – это ролевые игры, в которых игроки отыгрывают роль с помощью действия, а не слов, как, например, в том же ДНД. А в исторической реконструкции же ударение идет на реконструкцию исторического быта. Оружия, одежды, построек, сражений и так далее. Это понятно по названию. В исторической реконструкции используется оружие, скованное из стали, железа или меди. В общем, материал зависит от временного периода, который реконструируют. Далее доспехи. В ларпе используются как мягкие доспехи, сделанные из пенки или резиновых ковриков, так и стальные, кожаные, алюминиевые, бронзовые и так далее и тому подобное. Все зависит от того, сколько золотых игрок готов вложить в свою экипировку. Оружие, как уже было сказано ранее, тоже отличается. В ларпе используются разные типы оружия. От дешевых мечей, сделанных из ПВХ-трубок и изоленты, до красиво выполненных мечей из латекса, которые можно заказать или сделать самому. Это, опять же, зависит от игрока. Например, моя экипировка на сегодняшний день состоит из красной куртки, черной рубахи, обычных черных штанов, меча, заказанного из России, и 2 наручей, сделанных из твердого пластика, специально для игр подобного типа. Согласитесь, выглядит близко к металлическим. Также у меня есть светло-зеленый гамбизон и темно-зеленый полуплащ. Куртка и рубаха вышли мне в 20 евро, плащ в 25, меч в 60 евро и наручи где-то в 40. Добавим ко всему этому 60 золотых, которые прозвенели за гамбизон, и мы получим 205 евро. Да, жизнь не сладость для того, кто хочет нормально выглядеть на игре. Но весь сок ларпа не только в редких, красивых костюмах, которые стоят целое состояние, ведь, занимаясь ридждом, вы научитесь многим вещам. Работе в команде, созданию костюмов, стратегическому мышлению и, в некоторых клубах, фехтованию на мечах. Но не волнуйтесь, LARP не рассчитан на то, чтобы вы долго и скучно разрабатывали стратегию нападения на лагерь противника, часами сидя перед картами местности и выслушивая долгие и скучные брифинги от ваших командиров. Нет, он рассчитан на то, что вы проведете несколько часов или дней вдали от осточертелого шума городов и окунетесь, хотя бы ненадолго, в мир фэнтези, сражаясь и общаясь с разными людьми, которых вы встретите на той или иной игре.